Мы все время от времени учимся чему-то новому, чтобы совершенствоваться в своей работе. Но эти звезды относятся к своей роли крайне серьезно. Поэтому неудивительно, что многие из них получили с ними Оскар. Но даже те, кто не получил награды, заслуживают похвалы за их огромные усилия ради того, чтобы предоставить нам лучшие кадры. От языка жестов до управления парусными судами XIX века. Любопытно. Тогда смотри. В фильме «Моя левая нога» 1989 Дэниел Дэй-Льюис представил себя в роли ирландской художницы Кристи Браун, страдающей церебральным параличом. Ему пришлось научиться водить инвалидную коляску, в то же время делая вид, что его тело неуправляемо. За эту роль он получил Оскар за лучшую главную роль. Дэниел также сделал все возможное для «Последнего из Могикан» 1992. Он научился охотиться, а также снимать шкуру с животных. Для своей роли в «Пианисте» Эдриан Броуди должен был сыграть виртуозно на фортепиано. Занимаясь по 4 часа в день, ему удалось сыграть отрывки из самых сложных произведений Шопена. За эту роль он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Марго Робби каждый день выходила на лед, чтобы сыграть Тоню Хардинг в фильме «Я, Тоня» 2017. Это стоило ей крови, пота и множества синяков, но она получила номинацию на «Оскар» благодаря своей фантастической игре. Хотя Натали Портман танцевала в юности, этого явно было недостаточно, чтобы сыграть балерину Нину Сейерс в фильме «Черный лебедь» 2010. Она тренировалась по 8 часов в день и получила множественные травмы, чтобы достичь необходимого танцевального уровня. Премия «Оскар» за лучшую женскую роль досталась Натали в 2011 году. «Как приучиться к тому, что ты слеп». Джейми Фокс сыграл Рэя Чарльза в фильме «Рэй» 2004 и на 2 недели склеил себе веки, чтобы испытать, что значит быть слепым. Он получил Оскар за лучшую мужскую роль. Для роли в «Выжившем» Леонардо Ди Каприо пришлось выучить другой язык. И не какой-нибудь, а язык арикара. Народ, принадлежащий индейцам прерий. Неудивительно, что он ушел с Оскаром за лучшую мужскую роль в 2016 году. Его первый Оскар в жизни. Джош Гордон-Левитт научился ходить по канату за роль канатоходца Филиппа Петти в фильме «Прогулка» 2015. Этот канатоходец когда-то ходил на большой высоте, по канату, натянутому между башнями-близнецами. Скрипка – сложный инструмент для игры, но научиться играть на ней левой рукой, будучи правшой, совершенно невозможно. Тем не менее, Роберт Дауни-младший научился этому благодаря роли Чарли Чаплина в фильме «Чарли» 1992. В конце концов, он получил номинацию на Оскар за эту роль. И, конечно, большое уважение. Том Круз буквально пробивает себе дорогу. Уже было видно, что он не чурается трюков, но становится все более экстремальным. В фильме «Миссия невыполнима. Последствия» 2018 он научился прыгать с парашютом без страховочного пояса. Он также научился управлять вертолетом за 2000 часов. У зрителей сложилось впечатление, что он не боится высоты. Для роли Стивена Хокинга в фильме «Теория всего» 2014 Эдди Редмейну пришлось научиться говорить и ходить, как больной бас, прогрессирующее заболевание мышц. Роль, которая в итоге принесла ему Оскар за лучшую мужскую роль. Для роли мстительной невесты в сериале «Убить Билла» Уме Турман пришлось освоить немало боевых искусств. Кроме того, ей также пришлось выучить японский язык. Довольно впечатляюще, не так ли? Для фильма «Мастер и командир. Обратная сторона света» 2003 Рассел Кроу научился управлять парусным кораблем XIX века. До своей роли в фильме «Шеф-повар» 2014 Джон Фавро научился так хорошо готовить, что теперь у него есть собственное кулинарное шоу «Шеф-шоу». Киану Ривз тоже не боится трюков. Для фильма «Point Break» 1991 он научился серфингу, чтобы самому выполнять трюки на воде. Кейт Уинслет играет водного человека в «Аватаре 2» 2022. Для своей роли она научилась задерживать дыхание на 7 минут. Подписывайся на канал, ставь лайк, впереди много нового.